очень важно делиться, то есть ты нашел золото какое-то. И если ты этим не можешь поделиться со своим другом, со своей любимой, еще с кем-то, то оно не имеет смысла никакого, это золото. Я прям вот горю, мне так нравится, когда вот она была железяка, а вот мы на фрезерном станке из нее выточили, и это стало колесо или какой-то привод. Это волшебство, и вот я этим горю. Мы вообще были первыми, кто появился на рынке с высокотехнологичными устройствами. Мы пытаемся делать устройства максимально подогнанные, кастомизированные под человека, под его нужды. И я всю жизнь жил в военных городках, в летных частях, и надо мной всегда гудели самолеты, сделанные в России. Вот это, наверное, где-то засело. Хороший был год, все получалось на самом деле, все прямо. На тот момент было 3 магазина, мы открывали филиалы в Липецке, в Москве, с обоями, с сантехникой, прям все перло легко и непринужденно. Параплан — это такая вещь, не знаю, то есть это где-то по ощущениям на уровне с каким-то самым хорошим сексом. Была не та погода, не то настроение, не та подготовка. Упал на землю, а рама двигателя просто перерубила шею на уровне С4. Полный перерыв спинного мозга. Я еще когда упал, смотрю, а бак разбился, бак был полный при старте, и бензин вокруг меня вытекает. Знакомьтесь, Роман Аранин. Военный летчик, изобретатель и миллионер. В 1997-м в Калининграде он открывает сеть магазинов и успешно продает сантехнику. В 2010-м создает компанию «Обсервер» и первым в стране начинает массовый выпуск инвалидных колясок, умеющих ездить по бездорожью, плавать в море и ходить по ступеням. Потому что 6 годами ранее судьба сбивает с ног его самого и делит жизнь человека-самолета на «до» и «после». У меня есть такая глубоко интимная история, на самом деле. 4-й курс, половина уже женатики. И они живут не в казарме, они уже живут где-то в городе у своей супруги. Вот. И ты приходишь, а хоть и советское время, летчиков кормили все-таки по реактивной пайке. То есть у тебя утром котлета, в обед мясо, вечером там еще что-то, тут сок, тут мед, тут шоколадку дают. А на ужин никто не приходит. А это все накрывается. Я там за неделю собирал эти котлеты, масло. Все это хранилось где-то там за окном комнаты в казарме. Вот. В пятницу я все это собирал, брал у девчонок в медсанчасти белый халат, уезжал на Харьковский вокзал, становился. Ребята там продавали чебуреки, азербайджанцы. Когда они отходили за новыми чебуреками, я делал такие шикарные бутерброды, толстый слой масла на тонком хлебе, сверху 3 котлеты. Вот. Ну и у меня цена закупочная нулевая. Поэтому в буфете без масла с одной котлетой бутерброд стоил, там, я не знаю, 20 купонов украинских, а у меня с 3 котлетами стоило 10. Так начинался первый самый бизнес. Это какие-то были шальные, сумасшедшие совершенно деньги. Я помню, ты идешь с этого вокзала, а у тебя просто вот так вот карманы набитые деньгами. И я понял, что да, оказывается, можно зарабатывать.
будучи лейтенантом, что-то мне какие-то посылки с кроссовками передавали из Алма-Аты. Причем это было все так. Ты улетаешь в Алма-Ату, там на рынке у китайцев покупаешь эти кроссовки, подходишь к экипажу в летном комбинезоне в аэропорту и говоришь: ребят, надо долететь до Волгограда. Они говорят: слушай, ну вот самолет стоит на стоянке, вон там. Если ты туда эти свои сумки дотащишь и сам дотащишься, ну мы тебя довезем. 4 шоколадки. Ну, не вопрос. Я сейчас вот вспоминаю, думаю, ну это вообще бардак, по всей видимости, был. Потом я просто понял, что надо из армии уходить и заниматься уже серьезно этим. Вот. И я эти кроссовки стал, грубо говоря, возить уже из Китая сам. Я вообще, когда сюда приехал, в Калининград, как-то не понял, что тут делать. Гор нет, на лыжах кататься нельзя, альпинизмом заниматься нельзя. А потом как-то еду здесь мимо залива, а меня справа по воде человек на виндсерфе обгоняет. Понял, о, мое. Сначала был виндсерфинг, а потом появился параплан, приехал друг у меня из Липецка. Вот, и мы тут с ним попробовали, у меня получилось, начал летать на параплане. Я себе купил самый мощный двигатель, какой был на тот момент, и поставил туда самый большой винт. Мне тогда еще ребята говорят: слушай, зачем? Тебе с твоим куриным весом, я тогда 67 килограмм весил. Если ветер слабый, то вечером я летал с мотором. Если ветер посильнее, то я вечером летал без мотора. Неожиданно взлетев не в том месте, я попал в нисходящий поток и услышал и увидел прямо под ногами у себя жужжащие провода линии электропередач. Паника, в состоянии аффекта зажал гашетку на максимуме. От проводов ушел, но поворотный момент винта меня развернул в стропах на 180 градусов. И двигатель стал тянуть не вперед, наполняя клапана параплана, а в обратную сторону. По сути, если бы я из этого состояния аффекта выпал и отпустил гашетку, то купол бы наполнился и ничего бы не произошло. Подбежали какие-то люди с дороги, вытащили меня из мотора. Вот. Ну, как бы боли никакой нет, тебя сразу перерубает все ощущения. У меня на самом деле больше даже синяков никаких не было. То есть Бог меня просто аккуратненько выключил на нужном уровне. На самом деле, по учебникам, перелом С4 – это смерть мгновенная. По статистике выживаемость не больше 5%, потому что на этом уровне идет иннервация дыхательных путей, и у тебя отказывают легкие просто. Я смог поднять руку и положить ее на джойстик, наверное, на 4-м году только. И то это 4 года была непрерывной реабилитации. Мне там летным училищем всем собирали мои однокашники деньги на эту реабилитацию. Я посчитал, за там, первые 5 или 6 лет, вот, пока была активная реабилитация, мы потратили больше 350 тысяч долларов. Там из них, наверное, 150 было мои из бизнесов, а 200 собрали мне вот мои однокашники. Наверное, без этого бы я бы не выкарабкался. Вертикализировали, гнули ноги, учили сидеть, учили. То есть тебя просто в кровати садят, и ты теряешь сознание.
Как-то так это было. Я какой-то, на самом деле, неисправимый оптимист. Я понимаю, что я в той своей предыдущей жизни прожил, 2-3 жизни нормального, обычного человека. Есть что вспомнить. Вот. Ну и в этой тоже как-то так стараюсь. Я понимаю, что мне Бог дал какой-то такой, как там в играх в компьютерных, да? Вторая жизнь, бонусом пошла. Вот. И поэтому пытаюсь и здесь тоже что-то успеть, что-то сделать. Есть такое хорошее высказывание, что любого человека можно поймать на улице, бросить в тюрьму, и он в глубине души будет знать за что. Но я, в принципе, глубоко верующий человек, поэтому я не думал никогда за что, я думал для чего. Мысль появилась уже после того, как появился спрос. Мы фактически с Борисом, с моим инженером, сделали коляску под меня. Я просто понял, что все делается под спинальников, под людей, у которых работают руки. Вся индустрия заточена под них. А под тех людей, у которых не работает ничего, работает только голова, не делается ничего. И мы фактически сделали вот эту первую коляску для меня, что я вот на вот этой конкретно коляске поехал в Светлогорске по спуску к морю. Ну и ты же вчера был на ногах, ты же неопытный колясочник еще. Я чуть резче отпустил джойстик, чем надо. Она остановилась, а я полетел дальше вперед и воткнулся лицом в асфальт. Это очень неприятное ощущение, я вам скажу. Вот. И мы начали думать над тем, как сделать так, чтобы я постоянно оставался автоматически в горизонте. Была неплохая тайваньская коляска, вездеход, а мы к ней фактически сверху приделали вот эти две дуги, по которым сиденье постоянно отслеживает горизонт. Вот это уже была наша идея. Дальше мне два однокашника опять заняли по 5000 евро. Вот фактически с 10 тысяч евро мы начали новый бизнес, обсервер. Нас оператор в Светлогорске загнал сначала на пляж, она поехала, она не должна была ехать по пляжу, она поехала. Вот, а потом загнал на лестницу, она поехала по лестнице. Мы выложили видео, и у нас пошли буквально там на следующей неделе уже запросы на эту коляску, причем не только из России, а и из-за рубежа. Но из-за рубежа в основном запросы были такие: могу я на ней поехать в лес там, или еще куда-то. А из России народ увидел, что можно ехать по лестнице. Вот. И у нас на данный момент 80% наших покупателей — это люди, которые живут на 4-5 этаже хрущевки. Инвалидов в советское время вообще не было, да? У нас не было сексов и не было инвалидов. Я даже вспоминаю вот ближайший 97-й год. Ты едешь по Калининграду в этот свой яхт-клуб, но нет инвалидов. Но я даже сейчас в Москве, если ты едешь и уже как-то с ними сталкиваешься, то здесь, будем с вами ездить. Если вы мне покажете инвалида на улице, это нам повезет с вами. Но их так и нет. Инвалидов у нас ровно столько же, сколько в той Швеции и так далее. Но это очень часто 4-5 этаж, и человек просто там как принцесса в той сказке. Замкнут, и все. Прям мы как-то росли очень быстро, на самом деле. Сегодня, спустя 5 лет, работает 25 человек, и из них 8 инвалиды-колясочники.
как-то все сложилось. Вот к тому моменту, когда мы начали производство колясок, электроколяски попали в федеральный перечень. Их до этого не было в федеральном перечне. И рынок прям начал активно насыщаться этими электроколясками. Мы в 90% случаев продаем фонду социального страхования. Либо напрямую человеку, но опять под компенсацию фонда социального страхования. А из оставшихся 10% это 5 какие-то богатенькие инвалиды, таких очень мало. И 5 это фонды, которые покупают напрямую каким-то инвалидам. Многие бизнесы бывают, я знаю, выстроены там вокруг какой-нибудь дружбы с каким-нибудь чиновником, потом этого чиновника увольняет, и все, и рухнул бизнес. Поэтому надо как-то пытаться выстраивать независимо. А мы сейчас смотрим дальше. Мы сейчас продали первые коляски в Англию, и сейчас заключили контракт еще с испанцами. Надеюсь, начинать продавать активно туда. Вот когда у нас появится, наконец, вот этот средний класс, с мелким бизнесом, еще с чем-то, со своим мнением, который не спрашивает государство, как делать, который не говорит «дайте мне, дайте, и там вы мне обязаны то и то», а который в состоянии принимать свои решения, сам что-то делать и так далее. Вот тогда у нас все будет хорошо. До тех пор, пока мы поговорим про эти мегакорпорации и так далее, государственные, ничего не будет. Command Mode, Альфа, Tango, Tango, Command Mode. 12 лет я писал все вот так по буковке. Все, что у меня на всех сайтах, все приказы, все. Поэтому, я так привык. Не будет понятно. Могу изобразить. Наверное. Сейчас попытаемся. Сейчас буду писать текст с помощью Гугла. Wake up. Wake up. Не wake up, нифига. Wake up. Wake up. Mouse grid, 3, 8, left click, left click, left click, left click, close window. Саша, надо посчитать количество каждого вида трубы по каждому элементу коляски, которая нам потребуется для изготовления одной коляски. Mouse grid, 1, right click, down arrow. Mouse grid, 5, 1, left click. Сейчас я его засыплю. Go to sleep. Сейчас схема такая. Человек сломался. В большинстве случаев на завтра от него ушла жена, послезавтра у него кончились деньги, еще через 3 дня его кинули партнеры по бизнесу, и он остался на 5-м этаже хрущевки с мамой старенькой, у которой сорванная спина, и которая в состоянии ему там утром памперс поменять и вечером перевернуть его. Все. Это типовая история, которую мы видим постоянно. Вот. А дальше он каким-то образом должен пройти врачей, которые ничего в нем не понимают. После этого
эти врачи теоретически, ему должны все вписать, что ему положено, а ему положено 3 вида колясок, еще что-то. После этого он попадает на медико-социальную экспертизу, где сидят злые-злые бабушки, которым платят маленькую зарплату и которые каждый день общаются со злыми инвалидами. И они ненавидят свою жизнь, ненавидят этих инвалидов, и они просто из вредности вычеркивают себе половину того, что тебе вписал доктор. После этого ты приходишь с тем, что тебе все-таки вписали в фонд социального страхования, ключевое слово «приходишь», а человек на 5-м этаже, да, живет со старенькой мамой. И фонд социального страхования говорит: да, хорошо, вам вписана коляска вот такая, такой у нас нет. Какая ширина у вас попы? 40 сантиметров. Но знаете, у нас коляски остались только 52. Вот берите, садитесь и едьте. Мы пытаемся сделать так, чтобы замкнуть все в идеале частный ресурсный центр, оператором которого является какая-то живая, действующая, активная инвалидная организация, которая в этой теме что-то понимает. Виктор, Янки, Сьерра, Оскар. Сейчас вот была встреча как раз с министром здравоохранения местным. Мы это делаем как пилотный проект в Калининграде. То есть, есть случаи, когда уже все понятно. То есть человеку-то еще ничего не понятно, он думает, что сейчас 2 месяца пойдет, ладно, 2 месяца летать не буду, через 2 месяца опять буду летать. Вот. А хирургу уже все понятно, у него полный перерыв спинного мозга, сломано 2 позвонка и так далее. В этом случае можно уже там, в больнице, за него все вот это пройти. Мы пытаемся оформить ему инвалидность, индивидуальную программу реабилитации и так далее, еще когда он находится там в больничке. И он выходит из больницы, имея индивидуальную программу реабилитации, имея все эти технические средства реабилитации, и он уже начинает возвращаться в активную жизнь. То есть я так посмотрел, это работает так в Дании, работает в Швеции, в Германии. Понятно, что многое определяется уровнем жизни в стране, но тем не менее здесь это чисто организационные моменты. И у нас с айсишниками вроде как получается это сделать. Кажется же, да, что есть где-то большие какие-то государственные мужи, которые все знают за нас и все за нас сделают. Это прям какая-то русская черта вот у нас. Мне тоже так казалось. Есть же кто-то там, какая-то толпа народу, ты когда сидишь в конце дня в мэрии и смотришь, сколько оттуда народу выходит, я вообще удивляюсь, как мы их умудряемся прокормить всех. Я думаю, наверняка здесь есть ответственный человек за доступную среду. Попал каким-то образом в общественный совет при главе города, и 3 года у меня ушло на выяснение, кто ж тут ответственный за доступную среду. Через 3 года я понял, что ответственного нет. Что есть какой-то отдел в комитете соцзащиты, где хороших женщин взяли и назначили крайними. Ты, будешь крайний, ответственный за доступную среду. Правда, у тебя денег мы на это не выделяем, и полномочий у тебя никаких нет, а рычагов у тебя тоже нет. Посмотрев на все это, я понял, назначил ответственным себя. Мы 3 года назад написали план, по которому нужно было сделать самое главное — опустить бордюрный камень. И что-то все кажется, что все плохо, ничего не делается. А сейчас начали искать показательно 3 подряд перекрестка, на которых высокие бордюры, чтобы посадить губернатора и мэра и прокатить их там. И не нашли. Были интересные задачи, типа музей янтаря. Это башня 18 века, но это бастион, он не был изначально заточен никак, естественно. Он был заточен под оборону и под солдат, соответственно, здоровых. Когда тебе архитектор говорит: нет, это здание нельзя сделать. Ты его приводишь и показываешь: пожалуйста, можно поставить вот такую платформу, которая будет подниматься.
Вы там сейчас можете попасть на коляске на 2-й этаж, вы можете на ступенькоходе спуститься по сумасшедшей совершенно лестнице в подвал. И на этом же ступенькоходе подняться еще и на крышу этой башни. Вот. Но это была такая просто, это была задача-вызов, когда нам сказали, нет, это невозможно. Все время езжу, у нас тут рядышком Гданьск, из Гданьска можно улететь там в Испанию за 3000 рублей туда-обратно. И в Испании практически все пляжи приспособлены. Но как-то, когда тебе 30 минут до пляжа, до хорошего ехать, у тебя летом 28 градусов, вода 22, ехать в Испанию, ну как-то прям обидно. Я высказался с идеей, что надо сделать вот такой один оборудованный пляж, и что он будет такой точкой роста, вокруг которого начнет развиваться весь социальный туризм. Все были большими скептиками. Балтика, холодно, у поляков нет, у литовцев нет, у латышей адаптированных пляжей нет, а у нас типа будет. Ну и в результате губернатор выделил первые 3 миллиона, и мы на них сделали 2 пляжа в Зеленоградске и в Пионерске, это было 4 года назад. Причем пляжи получились, я прям без ложной скромности скажу, лучше, чем в Испании. Круто. Щелкни меня, Юр. Повесь что-нибудь там в Инстаграм, блин. Что я люблю свою работу. Вот оттуда, Юр. Вот оттуда. С камушка, в камушка. Ну ты не альпинист, короче, я понял. Меня когда-то друзья-американцы научили такой хорошей вещи. Если где-то какие-то сложности, проблемы там и так далее, надо на это посмотреть под углом, что это приключение. Вот где вы там, за какие бешеные деньги и так далее, вот такое приключение сможете найти. Ну, то есть реально в прошлой жизни как-то все было очень легко. Ну, прям совсем легко. Вот оно перло, и все было вот... Я думаю, сейчас кто-то смотрит в телевизор и тоже думает, блин, вот у меня что же так сейчас все легко. А потом Бог сказал, слушай, а вот так тебе слабо? Я подумал и подумал, не слабо, не слабо. Когда ты делаешь что-то, что до тебя не делал никто, ты создаешь правила. Ты их диктуешь, ты говоришь, должно быть вот так. А кто-то другой, он тебя уже пытается догонять там и так далее. И это прям, это кайф на самом деле. Когда ты делаешь то, чего до тебя не делал никто. Я уже задумываюсь об этом, что, блин, только нормально научился жить в этом новом положении, и зараза опять учиться ходить. Но это, быстрее всего воткнут куда-то один Bluetooth в задницу, второй в затылок. По сути, у меня проблема в чем? Что не передается сигнал от головы по проводам к ногам. Задача-то тривиальная, по сути.
Один чип в башке, второй где-то там в заднице. И все ходит. Я думаю, так. Мне предлагали несколько вариантов, где-то там в промзонах, в советских и так далее. Но ничего красивого там не получится. Это уже будет вот советская фабрика, кругом валяются какие-то старые железяки и так далее. А я видел, как это там у шведов или у немцев. Подъезд к городу, и на въезде в город красивая индустриальная зона. Я надеюсь, что вот с этой фабрики как раз эта красивая индустриальная зона в Калининграде и начнется. И в этом красивом здании будут рождаться красивые, инновационные, современные продукты для наших инвалидов. Это въезд в город, и люди будут въезжать в город, и вот Калининград у них будет начинаться с вот такой красивой фабрики, с красивым газоном перед фабрикой. Мы зададим определенный стандарт, а на основании этого стандарта будет расти уже все остальное. Мне кажется, что у нас получится задать этот стандарт. — 45 тысяч квадратных метров, 4,5 гектара — это площадь всего участка. Вот ближе к дороге сюда, к Берлинке, мы строим фабрику. Вторым этапом это уже чисто наши социальные обязательства. Мы на дальнем части этого участка строим социальное жилье, 10 домиков для холостяков и 10 домиков симпатичных, но побольше для семейных, для колясочников. 72 человека будет работать на фабрике, из них не меньше половины будут инвалиды-колясочники. Я думаю, что к 2021 году мы выйдем на цифру 2500 колясок, электроколясок базовых. Вот. Это будет закрывать практически 25% от потребностей российского рынка. Это воодушевит многих воодушевит и обычных людей на ногах. И скажут: слушайте, если этот вот полностью парализованный гаврик, который может только говорить, и которого кормить надо, который голосом печатает, да, смог, то, наверное, и я смогу тоже, и, может быть, мне стоит попробовать. Это неплохой пример для людей с инвалидностью. Они тоже посмотрят и поймут, что, елки, если шейник С4 может, то я спинальник или там ампутант, у которого руки полностью работают, но, наверное, я тоже могу. Надо вот прям не бояться, а делать. Ты можешь сколько угодно стоять на берегу и думать: поплыву, не поплыву. Как только ты туда прыгнешь, ты поплывешь. Ну, не поплывешь, значит, поплывешь.